Спасибо, папа. Что случилось, дочь? В смысле? Вы с Федей поссорились? Да с чего ты взял? Не смотрите друг на друга. Напряженные какие-то. Пап, по-моему, это все твои фантазии. И ехать пора, наверное, да? Федя! Сын! Ты где? Иду! Это тебе. Спасибо за прекрасный день. Тебе спасибо. Пора собираться. Стемнеет скоро. Здравствуйте. Вы к кому? Здравствуйте. Мне нужны родственники Давида. Давид Ашуба, он здесь жил. Дело в том, что он бросил меня беременную. Понятно. Проходите. Я смотрю, у вас срок небольшой. Живота совсем не видно. В смысле? Нет, Давид меня давно бросил. У меня от него сын, Федор. Федя пропал. Вчера уехал на похороны отца в Москву и не звонит. Странно. На похороны. Я вчера видела Давида, он мне алименты приносил. То есть это какие-то мошенники? Ну, те, что Федю якобы на похороны из Нижнего в Москву выманили? Давид? Да. Довольно старая фотография. Уж 30 лет. Это последний раз, когда мы с ним виделись. А потом он пропал, а я искать не стала. Так вашему сыну 30 лет? Да, скоро будет. То есть 30-летний мальчик вчера не ночевал дома, не позвонил, и вы метнулись в Москву на его поиски? Да, но как же? Ну, просто мне кажется, что в таком возрасте человек должен думать своей головой, а не маминой. Извините. Спасибо. Я поеду. Да ладно, подождите, подождите, не обижайтесь. Давайте я вам в гостиной постелю, утром поедете спокойно. Подумайте. Можно еще раз фотографию посмотреть? Спасибо. Да. За 30 лет Давид совсем не изменился. Такой же худой и носатый. Только посидел совсем. Натусик! Натусик, я звоню, ты трубку не берешь. Ой, прости, я звук выключила, чтобы рыбу не распугать. Привет, дорогая. Привет. А вы на рыбалке, да, были? Молодцы. Натусик, нам поменяли гастрольное расписание. Возьми цыпочку. На неделю. Всего на неделю. Ларис. Иди ко мне, моя девочка. Иди ко мне. Ну ты посмотри. Ну ты посмотри, какая она хорошенькая. Аккуратно, корм. Сейчас. Ты понимаешь? У меня самолет. Собираться надо. Все. Ну-ка, маленько. Ты человек. Раздеть, Давид. Все. На недельку. Ну, Лариска опять нас подставила. Почему? По-моему, прекрасная собачка. Сейчас дверь в квартиру закроется, увидишь. И услышишь. Вот это легкие. А хозяйка ее кто? Певица. Колоратурная сопрано. Понятно. Нет, ты скоро перестанешь улыбаться.
Потому что у нее запала хватает почти на сутки. Потом короткий сон и все по новой. Не, ну сутки мы мучиться не дадим, и всем остальным тоже. Ты можешь связаться с ее хозяйкой? Не, телефон не подойдет. Нужен видеозвонок. Просто объясните собаке, что уезжаете. Пообещайте, что будете звонить каждый день, что скоро вернетесь, и попросите вас ждать. Иначе она так и будет думать, что вы ее бросили, и, конечно, будет смертельно тосковать. Что вы, ну как же смертельно. Девочка моя, ну как ты могла подумать, что мама тебя бросила? Мама приедет. Мама приедет ровно через неделю и заберет тебя сразу. Ну вот теперь все в порядке. Хорошая девочка, слушается маму. Все, отключайтесь. Все, мамочке надо собираться. Молодец. Умница. Хорошая девочка. Теперь можно и покушать. А дай нам что-нибудь пожевать. Да. Ой, спасибо большое, было очень вкусно. А где поводок? А в прихожей. Мы с Цыпой пойдем погуляем, и я заодно новую симку куплю. А я покажу, где салон связи. Не надо. Мы когда на машине ехали, я видел салон, он совсем рядышком. Спасибо. Наташка, А? рот закрой. Ну что, хороший у тебя брат? Пап, ну ты видела, как он с Цыпой? Он же такой добрый, он даже животных понимает. Я таких еще никогда не встречала. Ты не захлебнись от восторга. Пап, Тебе не кажется, что ты им восхищаешься не как братом? ты что имеешь в виду? Ну, он тебе нравится как мужчина? Наверное, ты прав. Наташка, знаешь что, хоть мне это не нравится, но ты давай скорее вали уже в свой Владивосток. Новая жизнь, новые люди. Я завтра же договорюсь, чтобы срок стажировки сдвинули. И билет куплю в один конец. Ничего. Новые люди, новая жизнь. Все будет хорошо. О, уже вернулась. Да, припорхнула на первом скоростном. А Федька где? Не знаю. Ну, без толку, что ли, съездила? Ты опять мою зарядку свистнул? На, держи. Алло, Федя? Мам, да я симку не успел купить, замотался совсем. Вот, а вчера купил, звонил тебе, у тебя телефон был выключен. Как у тебя дела? Да тут на курсах такой график плотный, что совсем нет времени болтать. Да, но у меня все в порядке, ты не переживай. Давай я через 3 дня приеду, все тебе подробно расскажу. Целую, пока. Пока. Опять врет про курсы. Слушай, может, он правда что-то там натворил в этой Москве? Ну не волнуйся. Ну пусть он созреет, сам тебе все расскажет. Сынок,
А я не слышала, как ты вошел. А я вот взял мамуль и вошел. Боже мой, как я по тебе соскучилась. Я тоже очень по тебе соскучился. Голодный? Нет. Ай, что это? Господи, мам, ты во всем пользу найдешь. Как же ты похожа на одну девушку. Вернее, это она на тебя похожа. Ты про Олю? Олю? А. Мам, я должен тебе кое-что рассказать. И ты поверил. Тебя обманули, выманив в Москву. Даже здесь Давид не смог поступить ответственно и честно. Меня бросил, тебя обманул. Мам, ну ваши версии расставания несколько разнятся. Все. Я больше ничего не хочу слышать. Надеюсь, ты меня понимаешь. Нет, мама, я тебя не понимаю. Ты слышишь только саму себя. Федя! А может мне в Москву уехать? Наташа улетела в Владивосток. Отец зовет переехать к нему. Нет, ты не сможешь. Почему это не смогу? В конце концов, в Москве гораздо больше возможностей сделать карьеру. И клинику он мне со временем поможет открыть. Нет, ты не сможешь. А как же Оля? Ты про нее забыл? А как же Бориска? Мам, при чем здесь Оля? Как при чем? А ты знаешь, как они тебя ждали? Господи, как они тебя ждали. Все. Завтра же устроим семейный обед. Я надеюсь, ты сам позвонишь и пригласишь их? Или это надо сделать мне? Кушай, мой мальчик, кушай, мой хороший. Ой, как вот мы сами, самостоятельно кушаем. Оленька, Боря у вас ну просто чудо. Ты мой золотой. Спасибо, Нина Владимировна. Да, редко встретишь ребенка, который так послушно ест. А вот мой Федя, ой, он все время плевался. Я с ног сбивалась, чтобы его хоть чем-нибудь накормить. Мам, пожалуйста, давай не будем углубляться в воспоминания, ладно? А ну почему? Я думаю, что Оле интересно знать про тебя все. Правда, Оленька? Вам же интересно? Мам. Конечно, мне очень интересно. Конечно. Надо знать все про человека, с которым собираешься провести жизнь. Федь, первый час ночи, а ты не спишь? Да. С Владивостоком 7 часов разница, у них как раз 8 утра. Наташа обещала позвонить, рассказать, как устроилась. А я хотела с тобой поделиться впечатлением о Оле. По-моему, очень милая девушка, и Бориска у нее замечательный. Как ты думаешь насчет... Привет! Наташенька, привет. Ну как ты там? Да все в порядке, не волнуйся. Фирма сняла мне комнату, и из окна даже виден Уссурийский залив. И сейчас слышно море. Хочешь послушать? Как бы мне хотелось оказаться сейчас там, рядом с тобой. Если бы она не была сестрой, я бы решила, что Федька влюбился в нее без памяти. Да не бери в голову. Она вообще в Владивостоке. Да, ты права. Она там, а мы здесь, в Нижнем. Здесь и останемся. Я уж постараюсь. Нет, это несправедливо. Если Федька уедет в Москву. Я 30 лет воспитывала сына. Всю жизнь ему отдала. Давид ведь даже пальцем не пошевелил. А тут на тебе. Я одна, а он с готовеньким взрослым сыном. Нет, это нечестно. Ой, Нина, жизнь вообще штука нечестная и несправедливая. Вон кто-то принцем Монако, а кто-то матерью-одиночкой в Нижнем Новгороде. Ну, знаешь, свою жизнь мы сами делаем. Так что нечего на судьбу пенять. Боренька, посмотри, какую тебе игрушку баба Нина принесла. Смотри, какая. О, Нина Владимировна, ну вы нас просто балуете. детей непременно надо баловать. Ну ничего, вам можно. Вам можно. Вы с Федей действуете на Борю просто магически. Он не капризничает, ест, спит спокойно. Я просто не нарадуюсь. Держи, держи игрушку. Ой, как. Ой, какая игрушка, держи. Баба Нина меня подарила. Оленька,
Я очень рада, что мы можем с вами вот так поговорить по душам. Скажите, а вам Федя нравится? Конечно, он добрый, хороший человек. Вот и прекрасно. Вы, конечно, еще очень молоды, но уже не ребенок. У вас есть горький опыт. Вы же понимаете, что мальчику нужен отец? Нужен. Как вы думаете, Федя будет хорошим отцом? Федя? Конечно, смешно даже сомневаться. Я очень рада, что вы это понимаете. Таких, как мой Федя, днем с огнем не сыскать. Но у него есть один недостаток. Он очень мягкий, я бы даже сказала, нерешительный. Поэтому я вам предлагаю взять инициативу в свои руки. Что? Предложите ему пожениться, а то он так и будет с духом собираться. Что? Гуляйте? Федя, ну, я пойду? Да, до 12 ночи ты совершенно свободна. Спасибо. Я там все оставила. Хорошо. До свидания, Нина Владимировна. Оля! А куда это она? Мам, у Оли послеродовая депрессия. Ей нужны положительные эмоции, поэтому я ее отпускаю встретиться с подружкой. До поздней ночи? Ты, главное, не волнуйся и не комплексуй. Как только войдет, ты сразу подойди и поздравь. И фоткой тут же покажи. Дай еще глянуть. На. Какой он сладенький. Это мы на прогулке. Идут. Мы одна семья. Вот прям. Совсем уж. Точно, последний стыд потерял. Хватит, девочки. Вова может встречаться с кем он хочет. Не муж и жена. Все, я пойду. Мне ребенку пора. О, молодец! Боря, молодец! Кто все съел? Боря все съел! Кто вырастет большим и сильным? Боря вырастет большим и сильным. Мама, мы съели кашу, половину банана и выпили молока. А еще сейчас мы помоем посуду. Мы молодцы. А ты что так рано? Я просто ничего не приготовил. Давай по-быстренькому сейчас пожарю яичницу, есть бутерброды, я тебя накормлю. Федя, а давай поженимся? Прости. Прости меня, я не знаю, что на меня нашло, я погорячилась. Извини, все. Подожди, не надо извиняться. По-моему, мысль интересная. Давай поженимся. Пойдем завтра же подадим заявление в ЗАГС и поженимся. Мы же прекрасно ладим друг с другом. Правда? Правда? Мам, я дома. Пришел? Перекусишь? Нет, мы с Борей поели. Мам, мы с Олей решили завтра подать заявление в ЗАГС. Ты рада? Я? Да, я рада. Ну и хорошо. Талия 70. Так, прекрасно. Давай посмотрим. Смотри. А мне кажется, что тебе вот этот фасончик очень пойдет. Только нижнюю оборку надо убрать и юбку пошире, а то и шагу ступить нельзя. Оль. Руку давай. Такое ощущение, что мне это платье нужно больше, чем тебе. Конечно, вам виднее, Нина Владимировна. Что мне виднее? Ну что мне виднее, Оль? Какое платье шить? Как дела? Нормально. Мам, Да?
Я с отцом созвонился. И хочу, чтобы он был на свадьбе. Наташа, конечно, не прилетит из Владивостока, но отца я пригласил. И вообще, я считаю, что вам нужно встретиться еще до мероприятия и разрядить вот эту напряженную обстановку. Мама, он хочет попросить у тебя прощения. Я прошу тебя, дай ему такую возможность. Молчание – это знак согласия, да? Дома у нас он жить не будет. Я снял ему гостиницу. Но завтра в 5 часов вечера он будет ждать тебя в кафе «Клариса». Я прошу тебя, пойди туда, будь спокойный и доброжелательный. У тебя все получится. Какое кафе? Кафе «Клариса». Ну вот увидит тебя этот козел и сразу поймет, какого счастья себя лишил. Нет, это я его увижу и все ему скажу на чистоту. 30 лет носа не показывал. И тут на тебе, получите готового взрослого сына. Слушай, не маши руками, а мешаешь. И вообще, остынь слегка. Ну ты ж принцесса. Как говорит наша Аллочка, почти на пенсии. Ну, значит, королева-бабушка. Но мне кажется, Федька к отцу привязался. Если пошлешь Давида, вот с сыном-то и будут проблемы. Да? А ко мне сын не привязался. То есть, если мне что-то категорически не нравится, то на это можно наплевать. Сказала, не хочу видеть Давида на свадьбе. И точка. Смотри. Спасибо. Надеюсь, Давид меня правильно поймет. Давид поймет. Ой, ради бога, извините, пожалуйста. Чего? Извините. Еще раз простите, пожалуйста. Не была бы занята, угостила бы вас в качестве извинения, но я, к сожалению, тороплюсь. Всего вам доброго. Простите. Простите. Простите, тот, кого вы ждали, не пришел? Да. Думаю, струсил. Вот и моя дама не явилась. Позвольте вас пригласить. Ну, это я вас должна угостить. А, хорошо. Прошу. Что вы пьете? Коньяк? Сейчас увидите. Уже? Ну, это мы же столько не съедим. Ну почему же? У нас вся ночь впереди. Вы предлагаете всю ночь есть? Боже мой, еще? Это же какой-то гастрономический разврат. Но если не хотите есть, давайте закажем такси и будем кататься всю ночь. Вы мне город покажете. Я приезжий. Скажите, зачем вы столько заказали? Судя по количеству, вы ждали не одну, а минимум 3 дам. Понимаете, я очень перед ней виноват. Хотел сделать приятное. Но я не знал, что она любит, и заказал все меню. Давайте знакомиться. И как вас зовут? Давид. А вы, случайно, не Нину ждали?
Бывают в жизни ошибки. Что ж тут смешного такого? И вообще мне жаль, что Федя не мой сын. Такой хороший парень. Вы не понимаете. Значит, никакого отца на свадьбе не будет. И значит, Федя к нему в Москву не соберется. Господи, какое счастье! Давайте выпьем за счастье. Ой, вот и слава богу. Персичек. Ура, ура, все получилось. Кстати, раз уж вы нашли общий язык с Федей, приходите на свадьбу. Как друг. Я приглашаю. Спасибо. Только вы уверены, что он женится по любви? А то он, когда в Москве был, ни о какой невесте даже не говорил. И что? Но через месяц вдруг свадьба. Странно как-то. Федя и Оля, хоть и недавно, но очень любят друг друга и хотят быть вместе всю жизнь. Вы уверены? А может, Федю самого спросить? Давид, вы умный человек. У Феди через 2 недели свадьба. Давайте не будем ему мешать. Я вообще думаю, что вам больше с ним не надо общаться. Не надо ломать Федино счастье. А мне кажется, что речь идет о вашем личном счастье. Вы уверены, что Федя будет счастлив, женившись не по любви, а оставшись с вами в Нижнем? Да кто вы такой? Кто вы такой, чтобы судить о нем? Я мать! Мать, и я лучше знаю, что нужно моему сыну. Извините меня за крик. Извините. Просто не знаю, как вам объяснить. Да, это вы меня извините. Я не подумал, что вы посвятили сыну всю жизнь. Теперь, конечно, страшно остаться одной без Феди. Только вы уверены, что его невеста достойный человек? Да. Да, Федя очень любит Олю. И ребенка тоже. Это хорошо. Я надеюсь, что вы как мать трезво оцениваете ситуацию. Ладно. Спасибо за компанию. Да, конечно, вы правы. Дети – наша опора в старости. Вы, Феде, объясните мое отсутствие, как считаете нужным. А я, в свою очередь, не буду больше брать трубку и попрошу Наташу вычеркнуть его из списка контактов. Будьте счастливы. Спасибо. Что за бред? Отец не мог так поступить. Он же радовался, что я появился. Я видел, это было абсолютно искренне. Сынок, ну ты же сам проверял. Давид больше не берет трубку. Наверное, какое-то недоразумение. Сейчас Наташа мне все объяснит. Федя, у них 4 утра. Ничего страшного. Ничего не понимаю. Да как такое может быть? Что? Я не могу найти ее в списке контактов и через поиск тоже. Может, если она внесла тебя в черный список. Сынок. Мама, не надо, я хочу побыть один. Извини, я понимаю. Посмотри, вот эта укладочка. Тебе будет очень хорошо. Мы сделаем вот так. Да, красиво. Мамы, мы покушали, заснули, компот пить не стал. Ты давай иди отсюда. Мы сейчас платье будем мерить. Федечка, ты меня сегодня отпустишь? Конечно. Спасибо. Оль, ну я, конечно, ничего не хочу сказать. Но через 3 дня свадьбы ты опять куда-то собралась одна.
Это девичник с подругами. Так вроде принято. Я вообще сама не хотела, они меня заставили. Мам, ну что за вопросы и подозрения? Ну, завтра мы с Мишкой тоже в бар пойдем. Ты мне тоже допрос пристрастием устроишь. Да, вы простите меня, я что-то совсем забыла про эти девичники, мальчишники. Простите меня, ребята. Да, мам, все хорошо, бывает. В общем, платье примеришь, можешь собираться, а то девчонки, наверное, скучают без тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Я помою. Привет. Тебе чего? Чего? Я замуж выхожу через 3 дня. Поздравляю. Ты так и не хочешь посмотреть на ребенка? Нет. Ты просто чудовище. Че, что пришла? Со мной поиздеваться? Муж твой новый, пусть теперь ребенком занимается. Ясно? Ты че? Обалдела, что ли? Оля! Оля! Что с тобой? Голова закружилась. Че пугаешься так? Давно у тебя эти приступы? Ты врачу показывалась? Володя, я замуж выхожу. Я это слышал уже от тебя. Ну что, это единственное, что ты можешь мне сказать? Господи. Знаешь что? Выходи куда хочешь. Не до лампочки. Да, и, пожалуйста, и выйду. И иди. Желательно отсюда, подальше. И пойду, и ты мне не указывай, понятно? Буду указывать, ясно? Федя! Мама? А что ты делаешь? Я тебе звонил, ты трубку не брала. Мне надо было подумать. Пойдем домой? Нет, давай сначала поговорим. Я про Олю. Извините, я хозяин где? Спасибо. Женя, у нас по накладной еще бутылка вискаря должна быть. Куда ты ее дел? Я прошу прощения, я буквально на пару минут. Ты кто? Оля мне все рассказала. Что? Вот. Может, пора повзрослеть? Твоему сыну 1,5 года, ему очень нужен отец. Оля родила тебя, потому что полюбила по-настоящему. Не побоялась ничего, даже твоего ослиного упрямства. Что ты сказал? Подумай об этом на досуге. Уберите руки.
Мам, что случилось? Ты в порядке? Федя, сядь. Федя, мне надо сказать тебе кое-что важное. Федя, свитер все-таки возьми. А вдруг во Владивостоке холодно? Ты даже погоду не посмотрел. Мам, там тепло. Ты даже не представляешь, как там тепло. Спасибо, мам. Ну, давай, с Богом. Я как приеду, сразу же тебе позвоню. Ага. Не переживай. Наташа, привет. Ладно? Давай. Все. Федька-то звонит? Счастлив. Вчера вечером говорили по видео. То есть это я вечером, а они с Наташей утром. Разница-то 7 часов, а расстояние вообще пропасть. Ну, сама-то как? Ну, не тоскливо одной? Да по-разному. Слушай, а хочешь, я к тебе перееду на недельку-другую? С персиком, чтобы он у меня всю обувь съел. Спрячем. Я, между прочим, у себя дома прячу на верхней полке. То есть мы грязные сапоги поставим на верхнюю полку. А грязные сапоги, между прочим, можно помыть. Я, между прочим, от чистого сердца. Вот не хочешь, так скажи. Ну ладно. Ну, Кирочка, родная, ну не обижайся. Я, правда, тронута. Ну, понимаешь, к одиночеству, наверное, надо сразу привыкать. Но живут же как-то люди. Есть много прекрасных занятий, что вы не сойти с ума от пустоты. Ну, например, курс кройки и шитья. Ну, например. Ну, шить я умею. А вот можно, например, научиться лепить из глины. Или икебана. Точно, икебана. Икебана? Да, икебана. Железный ты человек, Нинка. Кто там? Родня. Привет. Это тебе. Ну что, дальше порога пустишь, Свати? Или здесь чай попьем? Да, да, конечно, проходите. Спасибо. Мне Наташа с Федей сказали, что они заявление подают. Вот я решил новую родственницу проведать. Ну, а что же не предупредили? Я бы пирожков напекла или пудинг сделала. Сюрприз хотел. Вот эти подойдут. Безы, мои любимые. А откуда вы? Федька сказал. Ай, умная. Тяжело с тобой. А вы из Москвы приехали чайку попить? Или разговор какой есть? И крутая. Давишь. Для начала чайку попьем. И вообще, давай на «ты», без церемоний. Давай. Восторг. А вы? То есть ты? Я сладкий не люблю. А мясо? Тихо, сиди. Сиди, я не голодный. Мне как-то неловко. Я ем, а ты сидишь. А я вот спросить хотел. Ну, спрашивай. Наши дети женятся. Угу. А мы что, хуже, что ли? Тихо, 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 тихо. Что я такое сказал? Ну что, дети кругами ходить?
Давай тоже поженимся. Нет, это невозможно. У меня налаженная жизнь, у меня работа, расписание, и я уже привыкла жить одна. Я вот так не могу сразу, и я как-то... Почему ж сразу-то? В Абхазию сначала поедем. Я тебя с мамой познакомлю. Да вообще все придумываешь. Мы после Абхазии с тобой едем во Владивосток. А то что ж получается, дети наши женятся без нас, что ли? Или ты хочешь по компьютеру смотреть свадьбу? Нет. Нет? Иди собирайся тогда. Давай. Иди. А как же работа? Какая работа? В понедельник из Абхазии приедем, подашь заявление об уходе. Давай, 45 минут на сборы. На поезд опоздаем. Привычка у нее. Мужика на тебя хорошего не нашлось. Между прочим, мою маму тоже Нино зовут. Огонь женщина. Нет, вы точно чем-то похожи.